В этом видео расскажу, зачем я написал свой бабель. Я увидел, что там под капотом всего 3 шага. Это ерунда на постном масле. Вот парсинг, вот обход дерева, вот генерация обратного кода, и все огни погасли. В конце видео покажу готовый рабочий прототип бабеля. Там буквально 4 файла по 80 строк. Сейчас покажу, как из этого современного кода, в котором есть и LED, и стрелочные функции, пройдя через всю систему бабеля, получить вот такой код, где мы используем уже var и обычные функции. Зачем вообще нужен этот бабель? Ну, мы хотим использовать вот такой код, где у него есть новомодные леты, стрелочные функции и прочие новые фишки. Но у нас, извините меня, целый зоопарк браузеров, и как нам сделать, чтобы наш JavaScript работал в каждом из них? Для этого и нужен бабель, вот как Вавилонскую башню строили люди, которые говорили на одном языке. Не будем говорить, чем закончилось. Но, в общем, и бабель-то нужен для этого. Чтобы мы писали на одном языке, а потом трансформировали для всех остальных браузеров, например. Бабель берет такой неразмеченный код и начинает его делить на так называемые лексемы, они же токены, они же какие-то логические блоки. Он выделяет, что вот у нас есть let. После let идет name, знак равно и значение. После этого на вот такие вот токены нужно наложить JavaScript логику, чтобы понять, что let это начало определения переменной, name это ее название и так далее. И мы получаем синтаксическое дерево. Абстрактное синтаксическое дерево, оно же дерево парсинга, оно же буквально нарисовано граф нашего кода, где есть родительский граф о том, что это наша программа, есть variable declaration, variable декларатор и так далее. Это бабель все определяет сам. Дальше нужно просто сделать обратную задачу, пройтись по этому дереву, изменить все, что нужно, и получить вот такой код. Мы изменили let на var, стрелочную функцию на обычную. Все, так мы создали бабель. Заодно и поняли, по какому принципу работают и в том числе VS-темы, которые разукрашивают наш код, как на примере. ESLint, претеры и даже виртуальная машина JavaScript работает именно так с кодом. Теперь обо всем подробнее на каждом шаге. Представим вот этот наш исходный код. Он точно так же имеет леты, стрелочные функции, и нам нужно получить совместимый со старыми браузерами код. Что первым шагом мы делаем? Мы его парсим. То есть выделяем то, что let это let, name это name и так далее. Это немного трудозатратно, слишком много кода писать. В принципе, там простой код, но его слишком много, чтобы отделять равно от двойного равно и так далее. Поэтому я использую библиотеку acorn, который дает мне вот этот вот парсер, у которого есть метод parse. Я в него подаю код с какими-то опциями того, что хочу видеть. И в результате я получаю AST. Это как раз-таки абстрактное синтаксическое дерево. Просто на английском. Это и будет уже как раз-таки вот этим графом нашего кода, где все поля, вот каждое, все будет размечено. И буквально тут будет написано, что это переменная типа let. Мне останется ее лишь переименовать. Что сделать дальше? Я прохожу это дерево. Traverse по-английски. Прохожу это дерево. Traverse — это уже мною написанная функция. И она буквально говорит, что вот, начиная с первого узла, она будет сама в себя вызывать. Поэтому, начиная с первого узла, проходи все узлы, и бабель реализует такой подход, как Visitors. Это шаблон проектирования посетитель. Можно представить, как это React-хуки или, в принципе, слушатели. Он ожидает вот такой объект. Он будет примерно похож на то, как мы описываем наш граф. То есть там будет объект, у которого поля будут называться так же, как называются блоки этого кода, то есть узлы нашего графа. Program, например, identifier, variable declaration. И в каждом таком поле я показываю visitor, то есть те поля, которые нужно мне пройти, чтобы изменить потом код, который я хочу поменять для работы в другом браузере. Поэтому я тут буквально из visitors беру функции и просто их вызываю. Вот я открываю скобки, передаю текущую ноду, то есть текущий узел, и их вызываю. И там могут быть функции того, как они изменяют let, того, как они изменяют строчные функции и так далее. Это один из вариантов, где изменить этот код. Мы получили вот эту функцию traverse, мы передаем опять ее в исходный файл. Мы изменили дерево, поэтому это измененное дерево мы прокидываем в функцию generate, которая и создаст код. Эта функция чуть полегче, вот она тут реализована внизу. Вот эта функция экспортируется generate, в которой передается узел, но вся реализация наверху. Тут задача намного легче, потому что нужно
Потому что у нас уже есть структура нашего кода, и нам нужно обратную задачу произвести, то есть всю строку перевести. И как раз таки тут получается, у нас есть variable declaration, мы его пишем, вот как раз таки node kind. И тут бы я мог даже правило написать, что если node kind равно let, то напиши тут var. Дальше знак равно, понятное дело, identifier. Пишем, да, что у меня там было name. Ну, просто порядок вот такой будет, что его сюда надо ставить. И то же самое, например, я хочу изменить стрелочную функцию на обычную. Поэтому я подписываюсь на изменение на ноду стрелочной функции, вот arrow function expression, и говорю, отрисовывай ее теперь не как стрелочную функцию, а вот буквально function. Я пишу function, далее передаю параметры, закрываю функцию, открываю и просто копирую блок statement, то, что было в стрелочной функции. И я все это складываю в этот код, и этот код идет у нас опять в наш индекс JavaScript в переменную output код. Output код уже будет являться новым кодом, который адаптирован под наши потребности. Там var изменили на let или наоборот. Я показал, как работает Babel, на пальцах рассказал. Какой инструмент следующий разобрать, пишите в комментариях. Помню про Zustand, когда-нибудь точно доберусь до него. Я призываю вас изучать суть вещей. Давайте вместе понимать, что там под капотом у большинства инструментов нет никакой магии. И основные принципы работы этих инструментов можно уместить в 10-20 минутное видео. Не будем тратить время на поверхностные видео, потому что если мы есть, мы должны быть первыми.